Мы часто тут напоминаем, россияне в массе своей войну не поддерживают и не одобряют. Но многие, даже если склоняются к антивоенной позиции, выбирают жить свою жизнь, уходить во внутреннюю эмиграцию и в чудовищную реальность не вникать. И путь такой люди выбирают не потому, что они какие-то бездушные, а потому что выражать свое мнение открыто и громко люди обычно готовы тогда, когда их высказывание может хоть на что-то повлиять. И это не просто красивые рассуждения, это исторически обоснованный факт. Мир знает как минимум один пример антивоенного движения, которое стало мейнстримом не в первые месяцы и даже не в первые годы войны, но в итоге сыграло роль в заключении мира. И даже изменило политику и жизнь целой страны. Вы точно об этом слышали. Речь о гражданском движении в США против войны во Вьетнаме. Для начала очень кратко, прям быстро напомню историю войны во Вьетнаме. В середине 20 века в странах Индокитая, получивших независимость от Франции, начали разгораться серьезные конфликты, в том числе и Вьетнамская война. Вьетнам был разделен на две страны – коммунистический северный и южный, который в итоге при поддержке США возглавил авторитарный президент Ngo Dinh Diem. Такая прозападная фигура во главе страны устроила далеко не всех, и в итоге в Южном Вьетнаме появилось антиправительственное подполье. Сначала оно было разрозненным, но в 60-е годы объединилось в Национальный фронт освобождения, он же Вьетконг, который поддерживали коммунисты Северного Вьетнама. США победы коммунистов не хотели и стали наращивать военные силы в регионе. Такая ползучая эскалация продолжалась до 1964 года. Тогда, буквально в пределах пары дней, произошло два боестолкновения между американскими и северо-вьетнамскими силами. После этого Конгресс США дал разрешение использовать войска в Юго-Восточной Азии. Уже в 1965 году Америка официально вступит в войну в Южном Вьетнаме. В войну, которая станет адом на земле и где будет почти все самое страшное, что только можно представить. Разрушительные бомбардировки, применение напалма и отравляющих веществ. Погибнут сотни тысяч мирных жителей и десятки тысяч американских военных. Еще сотни тысяч получат ранения. В самом начале войны, в 1964-1965 годах, публичные протесты казались безнадежным мероприятием. Самый первый антивоенный митинг соберет всего 600 человек. И даже когда случатся первые бомбардировки, на митинг придет немногим больше 2500. Замечая, что протесты не так многочисленны, как могли бы быть, американский писатель Аллен Гинзберг предлагает немного изменить подход. Советует протестующим приносить с собой на митинги цветы и раздавать их всем подряд, от полицейских и политиков до журналистов и даже обычных наблюдателей. Гинзберг верит, массовая раздача цветов превратит акции в своего рода уличный перформанс и сделает протест менее пугающим, а оттого, возможно, более массовым. Так появляется движение Flower Power, то есть сила цветов. На этом же фоне возникают отдельные группы активистов, занимающиеся партизанским театром. В самых разных местах они проводят спонтанные социально-политические выступления для случайной публики. Их задача – привлечь внимание людей к происходящему в Вьетнаме и объяснить – эта война американцам не нужна. По объективным причинам партизанский театр не может дотянуться до всех и еще долго остается малозаметным. То, что в начале войны в антивоенный активизм вовлечены совсем немногие, в общем-то, не удивляет. Независимый опрос общественного мнения, проведенный через 5 лет после вторжения, показывает, 60% американцев войну с Вьетнамом одобряют, 24% считают ошибкой, а принять участие в антивоенном митинге готово всего 10%. Такие результаты в целом были закономерны, и на то были две основных причины. Во-первых, в США много лет шла антикоммунистическая пропаганда. Американцы в красную угрозу верили, и укрепления СССР и Китая на азиатском континенте по-настоящему боялись. СМИ активно мусолили теорию домино. Мол, если во Вьетнаме победу одержат коммунисты, тогда весь Индокитай перекрасится в красный. Так в итоге и получилось, но пострадали от такой трансформации только страны Юго-Восточной Азии. А во-вторых, правительство США продавало войну во Вьетнаме как недолгую специальную операцию. Мол, наши превосходящие силы избавят регион от коммунистической угрозы и в кратчайшие сроки вернутся домой. И поначалу поверить в такой расклад было нетрудно. Сейчас реклама, а после нее узнаем, как и почему все изменилось. Сегодня карта зарубежного банка не излишество, а необходимость. Если вы пользуетесь иностранными сервисами или планируете поехать за границу, вам понадобится карта, которую можно будет пополнять из России.
Если вы фрилансер и планируете выйти на международный рынок, вам понадобится счет в зарубежном банке для того, чтобы получать ваш гонорар. Сервис Visa Tut One поможет вам открыть банковский счет в казахстанском, турецком, киргизском или армянском банке удаленно и оформить карты Visa и MasterCard. С помощью этих карт вы сможете совершать международные платежи, бронировать отели, оплачивать онлайн-сервисы. Сможете подключить их к Google и Apple Pay. Головной офис компании находится в Казахстане, но карты доставляют также по всей России. Причем рабочую карту иностранного банка вы получите всего за 1-3 дня по цене значительно меньше, чем поездка в другую страну для открытия счета. Сервис Visa Tut One не просто оформит вам карту, но еще и даст подробные инструкции на всех этапах открытия счета. И даже после получения карты Visa Tut One будет на связи, и вы всегда сможете обратиться в поддержку сервиса. Так что, если вы решили оформить карту зарубежного банка, переходите по ссылке в описании и читайте про условия. Там много разных вариантов. По цене, по способам пополнения, по используемой валюте. Можно подобрать карту под свои задачи, а с промокодом CATS будет дополнительный бонус – скидка в 5%. Продолжим. Мы говорили о том, что в первые месяцы войны американцы войну во Вьетнаме поддерживали и верили, что это просто краткосрочная спецоперация. Но к концу первого года войны ситуация и общественные настроения в США радикально меняются. К этому времени становится очевидно – спецоперация отнюдь не так стремительна, как обещали власти. Те просчитались. Они были уверены, что быструю победу обеспечит их колоссальное превосходство в авиации. В реальности же множественные тактические успехи победу не приближали. Ведь ни цели, ни способы их достижения не были ясны. В Пентагоне их толком никто не сформулировал. Отсюда прямым образом следовала еще одна причина смены настроений. Чем дольше продолжалась затянувшаяся спецоперация, тем выше становились потери. Тем больше американцев осознавали риски для себя и своих близких. Третья и очень важная причина – люди увидели реальную картину войны. Да, можно было долго верить, что все погибающие на войне во Вьетнаме – тайные агенты Вьетконга. Но в СМИ, помимо доблестной военной хроники, начали попадать и кадры жертв среди мирного населения. Вид самой обычной вьетнамской деревни, которую сравняли с землей вместе с жителями, приводил американцев в ужас. Последняя причина привлекла к протестам студентов и представителей национальных меньшинств. Дело в том, что быстро стало понятно – военного контингента начинает не хватать. Уже в ноябре 1965-го президент Линдон Джонсон увеличил количество военных во Вьетнаме втрое, и теперь где-то нужно было добрать недостающих солдат. Мобилизацию не проводили, но призыв шел, и после учебки новобранцы сразу отправлялись во Вьетнам. Де юре призыв был всеобщим, но де-факто гораздо чаще на военную службу попадали черные американцы, которые просто не имели средств на учебу в университете или колледже, который гарантировал отсрочку от армии. В итоге из всех погибших во Вьетнаме солдат четверть составили черные американцы, хотя их доля в населении страны 1/8. Так к антивоенному движению примкнули те, кому особо остро грозил призыв, а вместе с ним перспектива погибнуть непонятно за что в чужой далекой стране, которую год назад потенциальный новобранец и на карте бы с первого раза не нашел. В армии все тоже было неспокойно. В 1966-м прогремел скандал на военной базе Форт Худ. 3 рядовых отказались воевать во Вьетнаме. Все получили тюремные сроки, но после этого участились и отказы среди военных, и антивоенные акции. Протест становился общенациональным. К антивоенному движению начинают присоединяться знаменитости первой величины. Среди них боксер Мухаммед Али, актрисы Элизабет Монтгомери и Джейн Фонда, проповедник и лидер движения за права черных Мартин Лютер Кинг. Тем временем процент американцев, считающих войну ошибкой, возрастает с 24 до 41. Уже в следующем, 1967 году, 56% американцев считали, что США войну проигрывают или угодили в тупик. В апреле на митинг в Нью-Йорке выходит 400 тысяч человек, а в июле громкая антивоенная акция проходит уже в Лос-Анджелесе. Президент Джонсон должен выступить перед членами Демократической партии, но его встречают 15 тысяч протестующих. Полиция жестко разгоняет собравшихся. 51 человек задержан, многие избиты. Митинги становятся заметнее, власть радикальнее. На любую акцию у нее плюс-минус единый протокол действий – разогнать и задержать. Протестующих объявляют внутренними врагами, предателями и пособниками коммунистов, а это страшное ругательство в Америке 60-х, только что пережившей эпоху маккартизма. Президент непоколебим. Он уверен, что действует в интересах и при поддержке большинства.
что кучка неприкаянных хиппи влиять на политику не может и не должна. Но президент ошибается в оценке. Несогласных много, причем свою численность они последовательно демонстрируют. В октябре 67-го 100 тысяч человек совершают марш на Пентагон. Шествие от центра Вашингтона к Пентагону. Требование протестующих – вывести войска из Вьетнама и остановить призыв. На этом же митинге, наконец, обретает популярность движение Flower Power. Его последователи и присоединившиеся к ним хиппи приносят цветы на антивоенные протесты с самого 65-го. Но ни лозунг, ни символ не становятся массовыми вплоть до марша на Пентагон. Тогда протестующие тоже несут цветы на протяжении всей акции, а позже встают прямо перед силовиками, перерезавшими путь колонне. Некоторые вставляют цветы в стволы винтовок солдат. Изначально этими цветами хотели забросать Пентагон, но мешает военная полиция. У здания задерживают более 600 человек. Тогда, в 1967 году, на скорую победу антивоенного движения нету и намека. Протесты подавляются, общество расколото. Но обстановка накалена до предела, а доверие к власти падает. Уже в начале 68-го на фронте происходят события, после которого становится ясно – перелом неизбежен. Коммунисты вдруг проводят полномасштабное наступление по всей территории Вьетнама и терпят тактическое поражение. Но американцев потряс сам факт. Погибло огромное количество солдат США. И погибло вот так, в полномасштабной атаке, которую попросту проморгали. Ну как такое вообще возможно? Мол, нам уже столько времени твердят, что победа в кармане, а враг на грани истощения, и вдруг этот истощенный враг проводит наступление по всем фронтам. Теперь американцев не волнует, что коммунисты были разбиты. Американцев волнует другое, что их войска вообще забыли во Вьетнаме. С этого момента протесты не какая-то активность, пусть и громкого, но меньшинства. В марте уже 49% опрошенных называют войну ошибкой. В апреле массовые протесты запускают студенты Колумбийского университета. Они выяснили, что их вуз имеет связи с Институтом оборонного анализа, аффилированным с Минобороны США. Протест в Колумбийском университете жестко подавляют, но забастовки объявляют сотни тысяч студентов по всей стране. В августе войну считают ошибкой уже 53%. На антивоенный митинг в Чикаго, где проходит съезд Демократической партии, приходят 10 тысяч человек, их встречает 23 тысячи полицейских. В итоге множество людей избиты и покалечены, а под показательный суд подпадают организаторы протеста, известные как «Чикагская семерка». Обвинения против «семерки» снимут только в 1972 году. В 1969-м в забастовках и других акциях участвуют до 15 миллионов человек. Маршем по Вашингтону проходит 500 000. Тем временем в армии ситуация ужасная. Во Вьетнаме 540 тысяч американских военных, дисциплина ни к черту. О боевом духе не идет и речи. Солдаты пьянствуют, употребляют наркотики, отказываются выполнять приказы. А какой в приказах смысл, когда ни точных целей, ни сроков войны нет? Когда на глазах у каждого солдата боевой товарищ, так и не поняв, за что бился, уже отправился на родину в гробу? Какой в приказах смысл, если их выполнение рискует обернуться для тебя бесславной смертью черти где? А если повезет остаться в живых и вернуться домой в целости, встретят тебя не как героя, а как убийцу. Те, кто все-таки возвращается домой живым, страдают от ПТСР и зависимостей, не могут ресоциализироваться. Многие так и не наладят свою жизнь и станут преступниками. Они прошли ад на земле, видели смерть и просто не в состоянии адаптироваться к мирной жизни. Однако находятся и те, кто старается прийти в себя и даже присоединиться к протесту. Например, во Вьетнаме сержант корпуса морской пехоты Рон Ковик заработал инвалидность и депрессию. По возвращению в США он проходил лечение в госпитале для ветеранов и столкнулся с реальностью. Такие, как он, оказывается, здесь никому не нужны. Условия содержания жуткие. За больными толком никто не ухаживает. Ковик долечивается и присоединяется к антивоенному движению. В 70-м выходит на свой первый протест и выступает там с речью, а весной 71-го переживает первый арест. За многочисленные акции против войны Ковика арестуют более 10 раз. К началу 70-х войну считали ошибкой уже примерно 70% американцев. Сказались большие потери среди американских военных, жертвы среди мирного населения Вьетнама, спровоцированная войной инфляция. Тут выборы выигрывает Никсон. В рамках кампании большой упор он делает на обещание закончить войну достойно для США. Но людям нужно другое. Большинство американцев хочет, чтобы война уже просто закончилась, чтобы солдаты вернулись домой.
Протесты не утихнут до самого вывода войск из Вьетнама в 1973 году. После окончания войны Вьетнам объединился под властью коммунистов Северного Китая. В Америке навсегда отменили обязательный призыв в армию, а контркультура, двигавшая протест, стала частью мейнстрима. В попытках осмыслить происходящее до сих пор создаются фильмы и книги. Антивоенное движение не стало единственной причиной окончания войны во Вьетнаме, но стало рупором реальности. Его участники напоминали правительству и обществу, что единственный результат Вьетнамской войны – это новые могилы американских военных, новые погибшие мирные жители во Вьетнаме, новые недовольные на улицах, новые проблемы в экономической, политической и социальной жизни страны. Антивоенное движение достучалось до властей, но для этого ему сначала нужно было достучаться до сограждан. Только став массовым и абсолютным, движение добилось результата и сделало свою страну только сильнее. США пережили и войну, и захлестнувшую страну протесты, и политиков, игнорировавших мнение большинства, и смену этих самых политиков. Да, ситуация в России от ситуации в США отличается радикально, но цель антивоенного движения та же – донести правду о войне до каждого. Ведь противники Вьетнамской войны победили не в тот момент, когда на улице вышло больше всего людей, а когда абсолютное большинство признало – эта война – ошибка, ее нужно немедленно закончить. До завтра.